Друзья, приветствую вас. Сегодня поговорим об уверенности. Важная штука, без всяких сомнений. Причем многие считают, что им ее не хватает. Смотрят на окружающих и видят примеры уверенности или уверенного поведения, считают, что им это нужно, что если бы у них это было, тогда все вокруг пошло бы иначе. Давайте попробуем разобраться, что такое эта самая уверенность, откуда она проистекает и какую именно уверенность мы хотим получить. Во-первых, естественно, уверенность может быть лишь впечатлением, внешним впечатлением, которое вы производите на окружающих. Впечатление – это значит казаться. То есть человек кажется уверенным. Но на самом деле люди во взаимодействии с вами достаточно быстро пробиваются через эту оболочку внешнего впечатления. А вот состояние, каким образом достигается, это мы и будем сегодня разбирать. Возможно ли вообще такая вещь, как уверенность для интеллектуально развитого человека? Это, наверное, первый вопрос, который стоит себе задать. Немало умных людей говорили о том, что чем более человек понимает эту жизнь и понимает эту реальность, тем менее он будет уверен в чем-либо. Ничто не поддается твоему полному контролю. Ни результат твоих действий, ни впечатление, которое ты производишь на кого-либо, ни успешность тех или иных начинаний, ничто не поддается полному контролю. Ты не можешь быть умным человеком и при этом уверенным на 100%, на 90% или там 80% в чем-либо. Потому что факторов слишком много. И ты по жизненному опыту об этом знаешь. И тем не менее, мы ведь с вами взялись, или я взялся сейчас эту тему изложить, понимая, что все-таки такая вещь, как уверенность, есть. Она убедительна, она заразительна, и действительно, она многие ваши начинания превратит в успех. Почему? Потому что вы заражаете людей, вы привлекаете людей той самой уверенностью. Люди начинают смотреть с вами в одну сторону, кивать и говорить: да, это возможно, да, мы вместе сможем это сделать. Вы видели это множество раз на работе, в своей профессиональной деятельности или в учебе. Вы видите, как энтузиазм, а энтузиазм всегда базируется на некоем проявлении уверенности, заражает людей вокруг. И мы с вами подошли к первой важнейшей загадке уверенности или первом важнейшем параметре. Давайте рассматривать профессиональную деятельность. Ты начинаешь новый проект. И вот ты с этим проектом приходишь к инвесторам, коллегам по работе, начальству, подчиненным. Абсолютно неважна иерархия. Тебе нужно, если ты планируешь что-то делать не в одиночку, а вместе с людьми, тебе нужно убедить их. Тебе нужно накрыть их этой волной. Тебе нужно не только произвести впечатление, с чего мы начали, но и на уровне духа сделать так, чтобы эти люди, начальники, подчиненные, будущие коллеги, инвесторы, кто угодно, разделили с тобой твое видение того, куда из этой точки ты собираешься прийти. К какому новому качеству, будь то компания, или эффективности инвестиций, или просто ты хочешь увлечь какую-нибудь девушку, которая тебе понравилась, и сделать так, чтобы она пошла с тобой в том направлении, куда ты сейчас решил ее повести. Для этого ведь тоже нужно накрыть ее волной. Теперь мы поговорим о том, что является намного более значимым. Это характер ваших последующих действий. Допустим, вам удалось произвести это первое впечатление. И опять я начну все-таки с профессиональной вашей деятельности, потому что я предполагаю, что все остальное прикладывается к тому, насколько вы результативны, продуктивны в том деле жизни, которое вы выбрали для себя сейчас. Насколько вы результативны, продуктивны и получаете плоды.
Ведь на этом, в конце концов, проще потом и свое свободное время построить, ну, потому что ты в собственных глазах начинаешь что-то представлять. А это, как мы выяснили, очень важно. Поэтому профессиональная сфера. Одной встречей ничего не заканчивается. Ну, и кроме неудачи, если ты не смог убедить тех самых инвесторов, тех самых подчиненных, коллег или начальников. Если же начнется какое-то следующие этапы придут, то дальше характер твоих действий будет признаком не фальшивки этой уверенности, что это была не какая-то минутная иллюзия, не какой-то дым, на который все вдруг подсели. Поэтому, ребята, реальная уверенность строится на умении быть настойчивым, постоянным, не сбавлять напор. А вот это есть далеко не у всех. И вам стоит задать себе вопрос, а обладаю ли я этими характеристиками в той сфере, за которую я взялся. Есть ли у меня умение поддерживать этот напор? Есть ли у меня тот самый навык, если я за что-то взялся, то я уделю этому адекватное время для масштабов этой задачи, чтобы действительно дать возможность обстоятельствам, вот этому мирозданию, сформироваться постепенно, примагнититься к твоему вот этому внутреннему магниту. Ребята, эта штука, чем масштабнее задача, тем дольше надо намагничивать реальность. Это, конечно, аллегоричное выражение, но здесь сложно подобрать точное описание того, каким образом эта мистическая реальность на самом деле работает. Мы с вами много-много раз уже говорили о том, что вот тот кубический сантиметр шанса, вот то стечение обстоятельств нужно заслужить. В зависимости от масштаба вызова, а для каждого из нас он разный. Это не значит, что то, что масштабно для меня, для вас не может быть доступно за месяц. А мне, может быть, 10 лет этому нужно уделить. Но в то же время то, что для меня может произойти очень быстро, вам придется за это трудиться очень долго. Мы живем в разных реальностях, все. Но закон абсолютно един. Тебе нужно постоянством напора намагнитить все эти обстоятельства, чтобы они увидели, что ты не видишь для себя других путей. Ты собираешься это воплотить. Ты это видение, которым ты заряжал всех вокруг, в котором ты сам удостоверился, планируешь внедрить в реальность. И у реальности нет другого выхода. Вы посмеетесь здесь. Да я бы сам посмеялся. Какая чушь. Ну что ты, Денис? Кем мы, как люди, себя возомнили? Мы какую-то реальность собираемся трансформировать? О да, мы это делаем все время. Посмотрите внимательно вокруг. Это происходит повсюду. Другой вопрос, что мы никогда с вами за внешней оболочкой, за внешней иллюзией. Вот как получилось у этого человека одно, у другого другое. Как эти вещи? Вот вы возьмете биографию с полки и начнете читать. Ребята, это настолько поверхностно. Потому что ты никогда, мы когда-то этого касались, ты никогда не погрузишься вглубь, в эти неудачные дни, в пустые дни, в непродуктивные дни каждого продуктивного человека. У каждого из нас, у вас, у меня есть огромное количество непродуктивных дней. У меня, я начну с себя, я-то знаю, я знаю, скольких, опять же, по некоторым меркам, по своим меркам, скольких радующих меня результатов я достиг, и в то же время сколько под этим всем лежит дней без результата, раздумий, чтения, поиска внутреннего, в первую очередь, поиска внутреннего, той задачи, той картины, в которую я действительно готов вкладывать силы. И здесь мы переходим к третьему. Когда возникают преграды, и твои вот эти соратники, увлеченные, люди, которые поддались в том первом пункте на твою харизму, на твою убежденность, а дальше увидели в твоих действиях постоянство, увидели напор, и вдруг
все это уперлось в какую-то стену. И всем знакома такая история, когда возникает стена. И вот здесь, ребята, мы проявляем еще более значимый в плане уверенности параметр. Мы с вами проявляем умение не верить в трудности, не свергать трудности и растворять своим внутренним оптимизмом, способностью искать обходные пути, способностью находить решения и никогда не вешать голову, не вешать нос от того, что, эти трудности, конечно, слишком велики. Нет для вас такой вещи. И когда люди это видят, когда люди это чувствуют, вот тогда происходит настоящее чудо. Потому что люди не только в этом проекте могут получить большую уверенность, а в целом в их собственном подходе к жизни. Когда они столкнутся с чем-то подобным в своих обстоятельствах, где-то вдали от вас, они вспомнят ту ситуацию, когда вы и бровью не повели при возникновении непреодолимых обстоятельств. Будьте тем человеком, вокруг которого люди почувствуют, что нет никаких преград. И ваша воля, ваш дух способен преодолеть не только все преграды за эти 100 лет, но если бы даже 1000 лет препятствий было впереди, может показаться, что это что-то недостижимое для человека. На самом деле это состояние духа по силам любому из нас. Итак, я думаю, этот пункт я выразил. Давайте я теперь перейду к каким-то практическим ситуациям. Вам нужно выйти перед аудиторией. Вот та самая пресловутая уверенность во время публичного выступления или выступления перед аудиторией. Я понимаю, что сейчас во времена зумов, всяких онлайн этих встреч, видеоконференций, все это немного размылось, но суть-то не поменялась. Суть та, что ты можешь оказаться и, скорее всего, окажешься и в 21 веке, и через 10 лет все равно когда-то ты будешь среди живых людей, и они вдруг все замолчат и начнут слушать тебя. И вот здесь у многих возникает внутренний зажим, вот эта скованность, которая мешает. Что это за уверенность, которая вам нужна? Это вообще особый тип ситуации на самом деле. И все сводится к очень простой вещи. Она простая в плане логики, но очень сложная в плане духа. Значит, проста она вот почему. Потому что все наши зажимы возникают в связи с тем, что мы, как люди, наделяем значимостью то впечатление, которое наше выступление произведет на людей. То впечатление, которое мы произведем на этих слушателей. Соответственно, логически нужно понять всего лишь одну истину. Ты должен снизить эту значимость. У тебя нет другого способа. Ни у кого, поверьте, ни у кого, кто выступает публично, нет другого метода. Этим людям удалось убедить себя в том, что их возможная ошибка, их возможная несобранность в этот день, возможные неточные слова, которые они найдут именно сейчас, не имеют такого уж огромного значения. Услышьте меня, ребят, и поймите, нет другого. Никогда не верьте, если вы увидите, как перед вами выходит на сцену уверенный человек, что он никогда не ошибался, что он не может споткнуться на этой сцене, что он не может сегодня быть не в таком остром фокусе. Каждый из нас, каждый, без исключения, абсолютно каждый ошибается. Каждый подбирает неправильные слова, каждый запинается, каждый может споткнуться. Вопрос в том, какой значимостью мы этот факт наделяем. И я знаю, что вот вы сейчас можете слышать меня и кивать, и логикой, опять же, я говорил, логически очень, очень просто это принять.
Но в следующий раз, когда вы выйдете на сцену, все произойдет то же самое. Или вы на каком-нибудь собрании, вдруг вам дадут слово. Ребят, вам нужно расстаться с этой иллюзией значимости. Всем на самом деле наплевать. Опять, это вы тоже слышали. Людям, не совсем наплевать. Это, знаете, если говорить на самом деле. На самом деле, естественно, каждый человек занят своей собственной жизнью. Но ведь почему-то ты сидишь и смотришь или слушаешь того, кто выступает. Значит, не совсем наплевать. Значит, кусочек внимания ты готов уделить. Единственный шанс, который у тебя есть, сделать хорошо то, что ты планируешь сделать на сцене или на этом собрании, это снизить значимость. Только в случае снижения значимости у тебя появляется шанс выразить свои знания, проявить свою харизму, проявить свою уверенность именно тогда, когда ты обесценишь неудачу. Да, хотел бы я сказать вам нечто, чего вы никогда не слышали здесь. Пожалуй, я могу только сказать это своими словами. Обесценить неудачу. Во-первых, полная неудача, хотя нет, я видел такие выступления, с которых люди вставали и уходили. Хорошо, представляйте себе это, все встали и ушли. А ты способен похохотать и подумать, вот это я молодец. Это же надо смочь. Если ты это примешь, если ты примешь, что вот сейчас ты выйдешь и сделаешь что-то такое, что люди просто скажут, какой позор, я не могу даже находиться в этом помещении, встанут и выйдут. А ты все равно стоишь и думаешь, я есть я такой, вот, который может сделать даже это. А из этой точки все остальное будет только лучше. Останется один у тебя слушателей, или двое, или 50%, или все 100 будут сидеть с открытым ртом. Это недостижимо ни для кого. Вы это прекрасно знаете. Нет такого оратора, который 100% аудитории оставил в полном восторге. Нет, не существует. В моей жизни были очень крутые выступления. И тем не менее я знаю. И когда-то я, знаете, когда начинал, давно-давно, еще на фитнес-конвенциях в 90-х годах, когда я выступал только по вопросам спорта, это вообще были мои первые выступления, я просил организаторов все время какое-нибудь анкетирование провести. Я ведь все время хотел работать над ошибками. Вот это, наверное, еще одно такое странное свойство. Перфекционизм, это стремление. А что я могу улучшить? Так вот, все равно оценка по пятибалльной системе выше 4,9, 4,8 не может быть. Кому-то чего-то всегда не хватит. Это нормально, ребята. Это даже в самом идеальном выступлении. Поэтому знайте, нет такой вещи, как на 100% счастливая по максимальной шкале аудитория. Всегда что-то будет не так. Поэтому с этим надо смириться. Сфокусируйтесь на том одном человеке, который всегда недоволен. Теперь представьте, что все такие. И вот вам работа над снижением значимости. В общем, я думаю, что я выразил эти мысли. Ребят, все, что я вам рассказываю в видео, вот эти фрагменты моих ответов на вопросы, все это произрастает из моего понимания, опять же, моего. Это мое достояние. Философские основы того, откуда мы берем ответы. Ответы мы берем из базовых истин мировосприятия. Я этой системой, своей системой, я могу так сказать, делюсь с вами в философском проекте. Это неделя, где вы не просто слушаете меня, а вы задаете вопросы. Мы с вами общаемся в аудиоформате. 7 дней, по часу в день. И я излагаю вам самое ценное, чем обладаю я. Это основа, из которой я беру ответы, куда я обращаюсь со своими вопросами. Мне не нужны сейчас... Я, естественно, читаю, поглощаю информацию, но я выработал или взял из книг, переработал свои философские основы. Перейдите по ссылке внизу, почитайте об этом проекте, ознакомьтесь. И если вы готовы неделю внимания посвятить, я уверен, что вы получите очень много новой пищи, новых инструментов для работы с собой. Через несколько дней начнется этот недельный отрезок. Спасибо вам за внимание. Эти фотообои, я знаю, вас всегда радуют, но это, конечно, океан. Как я могу это подтвердить? Наверное, бросить камень, а, наверное, просто встать и показать вам
Все, ребят, счастливо. Красота ведь.